Насколько мы можем судить по заявлениям Путина, Зеленского и статьям в зарубежной прессе, в мае-июне произошла следующая последовательность событий. Бизнесмен Роман Абрамович по согласованию с российским президентом совершил визит в Киев, к украинскому. Там Абрамович получил от Зеленского некое конфиденциальное сообщение для Путина с предложениями, касающимися окончания войны. Назовем его письмом номер 1. Вскоре после этого произошла трагедия в городе Старобельске в Луганской области, который с весны 22 года находится под российским контролем. Там по одному и тому же адресу располагались профессиональные и педагогические колледжи. По ним ВСУ нанесли удар беспилотниками. Кем и как использовался корпус профессионального колледжа, неизвестно. А вот в соседнем корпусе педагогического колледжа находились студенты. В результате были убиты 18 девушек и 3 юношей. Всем было от 18 до 23 лет. Официальная версия Путина состоит в том, что украинская сторона целенаправленно убила детей. Публично он не допускает возможности, что рядом со студентами могла быть военная цель или что украинская разведка допустила ошибку. Согласно Путину, произошел преднамеренный террористический акт, после которого война с Украиной должна перейти в некое новое качество. По словам Путина, данный теракт полностью лишил смысла первое письмо Зеленского. Мол, о чем вообще можно говорить с террористами, так говорит он. Затем появилось второе письмо Зеленского. Уже общедоступное и гораздо менее учтивое, выдержанное в заведомо дерзком тоне. Однако, по существу, оно содержит выгодное предложение – закончить войну на нынешних рубежах. При всей дерзости второе письмо содержит и некоторые реверансы. Зеленский написал в конце «Вечная память всем, чьи жизни унесла эта война». По контексту «всем» означает в том числе и российским гражданам. Второе письмо тоже осталось без ответа по существу. Путин обратился к российским военным со словами «работайте, братья». По его мнению, армия России наступает по всем фронтам, а значит, останавливать войну по нынешней линии боевого соприкосновения невыгодно. Да и вообще, какие договоренности с террористами, с ними только воевать. У нас не было отдельного выпуска о трагедии в Старобельске. Мы видели на этот счет критику в комментариях, но о таком событии сложно говорить, не сваливаясь в одну из двух крайностей, одна из которых изоляция, а другая обесценивание. Уже 5-й год идет самая масштабная война в Европе после Второй мировой. В столкновении участвуют 2 крупнейшие армии на континенте. Боевое оружие в диапазоне от пистолета до крылатой ракеты и полномочия его применять получили миллионы людей, большинство из которых до этого не были профессиональными военными. В столь масштабной и продолжительной войне математически невозможно, чтобы какая-то из сторон не совершала ни трагических ошибок, ни промахов, ни умышленных военных преступлений. Безусловно, их совершает и обороняющаяся сторона тоже. В каждом таком случае путинский официоз прибегает к одному и тому же приему – к изоляции. Отбрасывается контекст. На время все как бы забывают, что идет долгая и кровавая война, которую Россия начала непонятно зачем, в которой российская армия уничтожает подчистую целые города, сотни сел и поселков, в ежесуточном режиме наносит удары по жилой застройке в украинском тылу. Забывают и о том, кто инициировал войну. Кто 24 февраля 2022 года принял решение запустить маховик убийств и раскрутить спираль ненависти. Вместо этого обсуждается строго изолированное событие, как немотивированный и ничем не обусловленный акт жестокости со стороны неприятеля. Конечно, подобные трагедии нельзя обесценивать, ведь погибли люди. В данном случае совсем молодые люди. Но, включая такое событие в общий контекст, сложно подобрать такие слова, чтобы его при этом не обесценить. К примеру, за неделю до Старобельска армия России одной ракетой убила в Киеве 24 человека, которые просто спали в своем доме. Среди них было 3 детей. Однако не должно быть разговора о том, что смерть 24 киевлян и 21 старобельчанина каким-то образом друг друга уравновешивают. Разговор нужен предметный и совсем о другом. О том, что кровавую войну не следовало начинать. О том, что ее уже давно как можно остановить буквально одним днем. И Путину постоянно предлагают это сделать. Если же войну продолжать, математически невозможно, чтобы не повторились ни ошибки, ни промахи, ни умышленные военные преступления. В столкновении такого масштаба подобное будет происходить регулярно.
если не прекратить само столкновение. Путин останавливаться не хочет. И потому он сам и вся его информационная обслуга постоянно ставят телегу впереди лошади. Когда начались обстрелы Шебекина и Белгорода, вдруг выяснилось, что война против Украины нужна, чтобы защитить Белгородскую область. После налета на Санкт-Петербург пресс-секретарь Путина Песков заявил, Россия, мол, будет продолжать проведение специальной военной операции именно для того, чтобы атак, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было. То же самое заявлялось и о Старобельске. Хотя элементарная логика подсказывает, продолжение войны не предотвращает таких трагедий, а приводит к ним, причем неизбежно. Когда в ежедневном режиме истреблением друг друга заняты две армии с совокупной численностью в 2 миллиона человек, они гарантированно будут попадать по гражданским. И по ошибке, и специально, и в качестве возмездия за предшествующие удары. В ситуации, когда заморозка войны очевидным образом спасла бы жизнь многих российских граждан и вывела бы из-под удара инфраструктуру, путинская система прибегает к риторическим приемам, чтобы представить вариант заморозки как неприемлемый. Один из таких приемов – обставить дело так, будто воюют между собой не два государства, члена ООН, но российское государство борется с террористами. Да, две страны могут между собой договориться о линии разграничения и пойти на деэскалацию. Но какая же, мол, деэскалация с террористами? Для них, мол, самоцель – это убийство людей любыми способами и при любом удобном случае. Дескать, если на них не оказывать постоянное военное давление, то их возможности убивать возрастут, а значит, они будут убивать больше. Мир, мол, с ними невозможен априори, только воевать, иначе никак. Для оправдания бесконечной войны пропаганда создает именно такое впечатление. Зрители будто программируют даже на уровне терминологии. Армия России воюет, мол, не с украинскими вооруженными силами, а с украинскими формированиями. Где нет солдат и офицеров, есть только боевики. Однако за всю мировую историю ни у одной террористической группировки и близко не было таких боевых возможностей, какие есть у ВСУ и у украинской разведки. Если представить себе реальность, в которой Украиной действительно управляют настоящие террористы, для которых убийство россиян – это самоцель, то в такой реальности жизнь в России стала бы невыносимой. Террорист не стал бы разрабатывать сложную операцию, чтобы выследить и точечно устранить конкретного генерала, а просто взорвал бы сумку с гексогеном и гвоздями в людном месте. Это даже проще. Генералов мало, а мест скопления граждан очень много. А если бы ему нужен был именно генерал, террорист взорвал бы целый дом, где он живет, что существенно проще, чем выслеживать и убивать именно одного генерала. Террорист не пытался бы преодолеть противовоздушную и противоракетную оборону, чтобы нанести удар по охраняемому объекту, потеряв по пути 4 из 5 запущенных ракет. Будь у террористов 5 ракет, они нашли бы им более эффективное применение с их точки зрения. Или вот операция «Паутина». Она оказалась бы для России куда страшнее, если была бы не способом ведения войны и выведения из строя самолетов, а террористическим актом в изначальном смысле этого понятия. Рой дронов, вылетающих из грузовиков и атакующих гражданских, такое даже представить страшно. Однако борьба идет сейчас не с группировкой фанатиков. Между собой воюют регулярные армии, каждая из которых подчиняется политическому руководству своей страны. Боевые действия могут быть остановлены по достижении договоренности между властями этих государств, и после этого никаких атак, как в Петербурге, больше не будет. Такую договоренность предлагают Путину – заморозить линию фронта и как-то жить дальше, в варианте 2 Корей или 2 Кипров. Если же каждое военное преступление делать поводом для продолжения войны, то военные преступления не закончатся никогда, ведь они неизбежный спутник большой войны, в которой вовлечены миллионы. Это не самая сложная логика, и многие из публичных людоедов, которые призывают мстить за Старобельск, прекрасно отдают себе отчет, что их призывы работают на повторение подобных трагедий. После чего можно будет вновь и вновь вызывать к мести. Понимание этого есть и у Путина. Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты.
Лицемерие таких воззваний вскрывает автор, который сам до недавнего времени относился к числу Z-милитаристов. Это выживший в штурмовой части и сумевший вернуться домой военблогер и писатель Даниил Туленков. У него есть пост, который стоит прочесть целиком. Трагедия в Старобельске превратилась в очередной пир людоедов и ставшее обыденным расчехление задубевших от крови душ. Вместо того, чтобы просто констатировать факт, война зашла в тупик и стала конвейером военных преступлений, не несущим ничего, кроме смерти и разрушений, людоеды ожидаемо требуют повышения ставок и новых жертв. Ужасные события, которые по идее должны отрезвлять и показывать, как далеко это все зашло, спекулятивно используются в разжигании нового витка истерии. Но вы знаете, что я думаю на сей счет? Я не верю, что людоедов обрывает на почве эмоций и благородной ярости. Не верю в то, что они просто не в силах сдержать свой священный гнев. На самом деле им абсолютно насрать на детей в Старобельском колледже, и ответная гибель мирняка на Украине их тоже не радует. У головожопых людей вообще нет никаких человеческих эмоций. Людоедство за годы СВО стало бизнесом, на котором можно хорошо зарабатывать или хотя бы просто кормиться. Соответственно, людоеды просто не могут не накрыть себе стол, когда происходит что-то подобное тому, что произошло в ЛНР. Добавить к этому нужно следующее. Луганская область, где расположен Старобельск, как и весь восток Украины, это регион, насчет которого путинская система и провоенная пропаганда каждый раз принимают ситуативные решения. Кого здесь считать нашими людьми, за которых следует мстить? А кого считать не нашими, которых нужно покарать? Старобельск был захвачен в самом начале вторжения, за считанные дни. По меркам нынешней войны он перешел под контроль российской армии с минимальными жертвами и разрушениями, что дало возможность объявить старобельчан нашими людьми, а старобельских студентов нашими детьми, за которых следует мстить. Но в той же Луганской области был город Попасное, примерно такой же по населению, а по языковому составу даже более русскоязычный, чем Старобельск. В переписи русский язык назвали родным где-то 38% жителей Старобельска, а в Попасной более 50%. Но взять Попасную сходу российской армии не удалось, и город стерли с лица земли целиком. 99% жителей покинули дома или погибли под обстрелами. Получается, жители Попасной для российского начальства не наши люди. Ведь если бы наши, то Путину пришлось бы мстить за них самому себе. И нельзя было бы тогда в Саранском краеведческом музее выставить в качестве военного трофея табличку с Попаснянской больницы. В новом приступе откровенности генерал-депутат Андрей Гурулев сознался, что еще в 2014 году убил на Донбассе женщину с ребенком. Но к себе Гурулев снисходителен. Мол, виноваты украинцы, неправильно оборонялись, поставили танки у церкви. Вот Гурулев и попал по ней снарядом. Ничего, дескать, не поделаешь, женщина и ребенок в церкви оказались сопутствующим ущербом. Тогда, как и сейчас, не украинская армия вторглась в Россию, а наоборот. Но российский генерал, когда это в его интересах, сразу вспоминает и смертоносную логику войны, и что гражданские потери неизбежны. 12 лет назад я как-то заехал там в одну церковь на сопредельной территории и подошел к священнику. Говорю: отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-е, 10-е, туда-сюда. Я говорю: слушай, вот это сделал я. Он меня смотрит такими глазами. Я говорю: мне по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной. Не получилось. Пытались там с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я тебе просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповеди. Меня, если надо, Бог простит. Значит нет, так значит нет, не заслужил. Любые разговоры об отмщении за жителей Луганской и Донецкой областей в устах Путина и провоенных спикеров представляют собой циничное лицемерие. Ведь после 22 года именно российской армии удалось уничтожить всякую жизнь даже в тех донбасских городах, которые пережили Великую Отечественную. Важно понимать и то, что сотни тысяч жителей Донбасса в ходе нынешней войны никуда не испарились. Многие оказались в Харькове, Днепре, Киеве, Одессе в качестве беженцев. А российские шахеды и крылатые ракеты убивают их уже там. Все войны рано или поздно заканчиваются.
Или одна из сторон капитулирует, или обе стороны договариваются прекратить огонь. В нынешней войне вариант чьей-либо капитуляции давно исключен. Поэтому любые призывы добить врага, будь они хоть трижды продиктованы праведным гневом, ни к чему хорошему не приведут. Неприятель добит не будет. Все равно придется договариваться. Как только боевые действия между Россией и Украиной будут остановлены, десятки миллионов будут сожалеть, что войну не остановили раньше, когда еще были живы те, кто погиб сейчас, были здоровы те, кто теперь ранен. Войну не следовало начинать и нужно было давным-давно прекратить. Остановившись год назад, Россия, по сравнению с сегодняшним днем, лишилась бы разве что безлюдных руин Покровска и Мирнограда. Однако не случилось бы многих катастроф и не было бы новых разговоров об отмщении. Пока же война продолжается, будут продолжаться и ошибки, и военные преступления. В том числе в отношении россиян и тех людей, которых официоз ситуативно называет нашими. Не может не возникнуть ситуации, когда разведка ошибется, наводчик что-то неверно посчитает, какие-то ракеты и дроны собьются с курса и влетят в гражданские постройки. Не может не возникнуть ситуации, когда какой-то командир отдаст заведомо преступный приказ, и поди разберись, что у него там в голове было. И если за каждым таким преступлением последует не менее преступное возмездие, война не закончится никогда. Россия очень гордится писателем Львом Толстым. Весь мир читает его «Войну и мир». Так вот, одна из самых известных цитат романа звучит так. Началась война. Совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление. Толстой писал не только про наполеоновскую армию, хотя в 1812 году было вполне понятно, кто тут агрессор, а кто обороняется. Писал он эти слова про всех сразу. Ведь когда полномасштабная война развязана, никто не воюет в белых перчатках. Вообще не следует войны начинать. А если есть возможность остановиться, следует ею пользоваться. У Путина такая опция есть. Ему предлагали остановиться и до трагедии в Старобельске, до блокады Крыма, до ударов по Чебоксарам и Туапсе. Предлагают и сейчас. До завтра.